Приветствую вас, мои дорогие! Начинаем наш прогноз. Но если вы устали из раза в раз наступать на одни и те же грабли, может быть, в бизнесе, в личной жизни, то я вам напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи «Сама себе психолог». Посмотрите ее. Там лежат разборы про скрытое хамство, спасательство или ментальную бухгалтерию. Хватит гадать, почему все идет наперекосяк. Идите и возьмите готовые ответы. А тема сегодняшнего расклада – кто твой тайный враг под маской друга? Прямо сейчас в вашем списке контактов есть имя, которое вызывает у вас тепло, но должно вызывать тревогу. Этот человек слишком много знает, слишком сладко говорит и слишком настойчиво интересуется вашими делами. Под маской сочувствия там прячется липкое желание увидеть вашу, не знаю, неудачу, осечку вашу. О чем этот друг шепчется, когда вы уходите из комнаты? Какая ваша победа стала для него болезненной последней каплей? Давайте снимем этот красивый фасад и посмотрим, кто на самом деле прячется за улыбкой. В сегодняшнем видео вы узнаете роль в твоей жизни этого человека. Кто это? Коллега, подруга, родственник. Как он тебе вредит? Через сплетни, вредные советы. И узнаем, почему, собственно, он начал на тебя эту охоту. Итак, начинаем. Роль этого человека в твоей жизни сейчас. Кто он? Коллега, подруга, родственник. Коллега, подруга твоя, родственник, одиночество. Очень похоже первое на коллегу. Подруга токсична. Не знаю. Так, о чем это? Подруга токсична. Знаете, если это ваша подруга, то это в прошлом ваша подруга. У вас уже очень болезненный опыт. Вы уже знаете о том, что она токсична. О том, что она может как-то так очень некрасиво, да, давайте так, как-то отзываться то ли о вас. Ну, может быть, предательство уже было, карта унижения, где-то обесценили вашу дружбу. Как-то она себя уже проявила. Это если ваша подруга, то это в прошлом ваша подруга. Вы для себя выводы уже сделали. Если это коллега, тут карты показывают на это все-таки баланс, то это человек, который старается где-то даже в тени держаться. Он не сильно проявляется. То есть вы догадываетесь, вы можете догадываться о том, что да, действительно он, этот человек будет радоваться, да, вашим каким-то неудачам. Но как бы в открытую, так вот, если даже вот попытаться там, знаете, считать его, он может как уходить в тень. Ну, так, как-то так. У многих это больше на коллегу похоже. Так, давайте еще посмотрим, какой это человек. Для начала давайте посмотрим, это больше мужчина-женщина, да? Хотя, ладно, ну, похоже мне на женщину, но коллега, это тайный враг под маской друга. Ага, коллега, это мужчина или женщина? Ух ты, а тут вообще группа лиц, да? Девочки, мне сразу тут тройка кубков вышла. И тут карта трудяжки, который занят очень многими делами. Давайте так, при том, что тут женщины, да, тут еще и мужчина. Я не удивлюсь, если это ваши какие-то коллеги, у кого-то это из прошлого коллеги, у кого-то это в настоящем, но тут даже не один человек, тут группа лиц, аккуратно. При этом кто-то из них тут зациклен на заработке и очень медленно идет, он хочет заработать все больше и больше, может хватается за одно, за второе, за третье. Тут я не удивлюсь, если этот человек даже где-то может посягать на ваш какой-то заработок, знаете, пытаться, ну, как конкурент, да, если это женщина, допустим, или мужчина, тут даже не в этом дело, это какой-то такой типаж, этому человеку мало денег, все мало и мало и мало. Он и там пытается, там, может быть, подработку взять, там может у вас какой-то проект из-под носа забрать, тут он может быть там
вы за одним столом сидите, тройка кубков, вроде бы можете даже праздники вместе какие-то там отчасти проводить, да, но тут скорее другое, тут скорее, если это женщины, то они против вас где-то даже могут настраиваться во время своих вот этих каких-то совместных, ну, чаепитий, да, назовем это так. Вот весело проводят время, общаются, и при этом основа основ – это финансы. Им очень важно, ну, опять-таки, заработать, приумножить деньги. В этом нет ничего плохого. Но мне идет такое, что будто бы при любом возможном случае, если можно у вас забрать там какую-то часть заработка, они с удовольствием это заберут себе. Вот так вот мне идет даже. Я не хочу сказать, что они заберут плоды вашего труда. Нет, тут такого нет. Они трудяшки. Вот эти вот. Они как будто бы вот и то им, и то, и то, и то. Вот я еще там хочу подзаработать. Вот уж не знаю. Может быть, какая-то сумасшедшая у вас тут конкуренция на работе. Или какие-то такие условия. Как будто бы, не знаю, насчет того, что поощряется вот это вот такое вот тут. Тут многие могут чуть ли не как на работе жить. Вот. Так вот мне как-то это считывается. Ну, это тайный враг под маской друга. Это вот, скорее всего, тут какие-то люди. Тут не один человек. У кого-то это мужчина, у кого-то это женщины. Сразу мне вышли. Очень похоже. Тут и две женщины какие-то. Королева кубков, королева пентаклей. Женщины, если это, то это женщины, у которых проблемы в личной жизни. И они уже, может быть, давным-давно, кто-то разведен, кто-то даже уже махнул рукой и не планирует там никаких любовных встреч. Но эта проблема, она есть, она существует. Они могут чувствовать себя одинокими. Знаете, как домой не хочется идти. Вполне возможно, отсюда и то их желание тут на работе проводить 24/7. У кого-то прям так будет. Ну, они живут на этой работе многие. Ну, так вот. Вот они выходят, тут уже не тройка мечей, тут четверка мечей. Как будто бы сердечко уже нет вот этой кровоточащей раны. Она как отчасти зарубцевалась, они в процессе этого, что может быть, ну, как-то это принять уже. Но при этом пустота в сердце. Мне так подсветили, что эти женщины, у кого-то там и мужчина может тоже быть. Вот они, тайные враги под маской друга. Так, инструмент вреда. Как они тебе вредят? Через сплетни, вредные советы. Как они тебе могут вредить? Подпишись на канал и поставь лайк. Дьявол, сердце. Принц, ангел. А тут вы искренне можете даже не понимать, ну, с кем вы имеете дело. Они могут себя вроде бы как так проявлять. Карта ангел, чуть ли не забота, да, какая-то, интерес. Тут могут даже интересоваться и личной вашей жизнью, и в принципе вовлекаться, тут сочувствовать вам. Я думаю, тут многие для вас, вы их не считываете как врагов. Опять-таки, основное в чем, вот тут нюанс, как вредят, а вы, раз у вас сердечко открыто, вы им доверяете, карта дьявола, тут ваше сердце открытое, вы тут без всякого, не знаю, как вам сказать, без всякой поправки на то, что кто-то может быть действительно против вас вот какие-то вести тайные игры, интриги, вы тут как-то искренне, открыто, веселая, непосредственно. Вот как-то так вы тут, как душа нараспашку, сердечко это, вы даже можете привязываться к кому-то. А на самом деле, говорят, аккуратно, манипуляторы. Они, может быть, считывают, вот, знают ваши эти болезненные точки, знают ваше вот это открытое сердечко, и они пользуются этим.
Опять как будто в один момент может произойти для вас озарение, для вас этот будет очень болезненный удар. Ну, как глазки откроются, да, и вы поймете, что вы имели дело совсем с другими людьми, не с теми, что вы там себе придумывали, не с теми, ну, вы их воспринимаете, да, вот они так себя преподносят, позиционируют, как ваши друзья. А тут может вас ждать очень жестокое, жесткое, как сказать, разоблачение, да, с одной стороны, и разочарование тоже. Потому как в один момент вот этот ваш мир, ваше восприятие так называемой дружбы с ними может вот по карта фея, так как мыльный пузырь, вот разорваться, все, взорваться, разорваться, и вы поймете, бог ты мой, какая наивная была. Да. Еще не могу понять, при чем тут вот карта принца. У кого-то, опять-таки, если девочки, ну, не девочки все-таки больше проигрывается. Если девочки, у них в личной жизни проблемы, то тут вот даже в то, что вы можете делиться своими какими-то историями из личной жизни, да, по поводу вашего мужчины. Девочки вроде бы поулыбаются, вроде бы там, не знаю, типа посоветуют что-то, но потом эта информация, она может быть исковеркана, опять-таки, как-то так она подана кому-то другому, и вы потом будете 100 раз думать, нафига я вообще поделилась вот какими-то историями из личной жизни по поводу своего мужчины. Ну, тут такое вот, аккуратно. И вообще вам говорят, ну, если вы понимаете уж точно, что у них там в личной жизни проблемы, у них отсутствует мужчина как таковой в их жизни, они то, допустим, если с вами делятся чем-то, то могут там делиться там по работе, да, там какие-то родственники могут звучать, дети, но вы знаете, что мужчина в их жизни отсутствует, то вам говорят, вас предупреждают, не нужно эту тему вообще затрагивать, вот, ну, умалчивайте о своем мужчине. Как будто бы это может даже их спровоцировать кого-то. Ну, как предупреждение просто. Зачем? Так. Тут я уже сказала, как могут вредить. Вредить основное это то, что ваши вот эти розовые очечки в один момент могут разбиться стеклышками внутрь, вам больно будет, прозрение, озарение у вас будет, капец, зачем я тут рассказывала что-то о себе, или вообще зачем я этих людей к себе приближала, раскрывала свое сердечко. Вот это основное. Как это может навредить? То есть где-то ваша доверчивость, где-то ваше желание вот в открытую играть, да. С такими людьми показано невозможно и не нужно пытаться вот выстроить какие-то такие открытые доверительные отношения. Но они в этом не заинтересованы. Давайте так. Они заинтересованы, чтобы создавать иллюзию, чтобы вы открывались, вы доверялись, вы давали даже, может быть, какую-то информацию о себе, как, знаете, своего рода компромат про себя сами сливали. Вот так вот. Мне вот так идет, да. Сплетни тут, ну, не сколько сплетни, сколько будет перекрученная информация. Какая-то часть там действительно будет правды, но остальное будет подано там кому-то под таким соусом, что, в общем, далеко вообще вырвано из контекста и все перекручено. Как-то так. Насчет вредных советов, ну, могут советы давать, но я тут не вижу, что так особо советы. Ну, советы могут давать, кстати. Знаете, как говорят, тот, у кого хреново в личной жизни, допустим, то больше всего любит давать советы, вот как себя вести в личной жизни. То есть вы пришли, допустим, пример, ну, я не хочу тут уже прям утрировать и создавать образ вас такой наивной, белой, пушистой, и вы там будто бы всему миру доверяете. Нет, вы действительно можете прийти там расстроенная, с мужем поссорились, да, там, или с мужчиной с каким-то, борьба, и в моменте там спрашивает вас там напарница, там какая-то коллега по работе, что-то не так, и вы тут особо не задумываясь рассказываете, что, ну, в семье там какие-то проблемы, тут карта аист, это может еще детей касаться, вот вам могут давать советы, знаете, как бы
исходя из более, знаете, более значимого какого-то опыта, как будто бы женщина дает какой-то очень рациональный, практичный такой совет, и вам нужно прислушаться. Это может касаться карты марионетки. Такой, знаете, совет, что типа люби себя, манипулируй, используй, будь хитрее, типа равно мудрее, не будь такой наивной, где-то прям конкретно такой совет какой-то, знаете, чуть ли не люби себя в искусстве. Я понимаю, оно может быть по-разному это все преподнесено, но тут может быть прям конкретно, как будто вас еще этим советом, они как ниже плинтуса еще и опустят, типа дадут понять, что ты как-то не так себя ведешь, и если у вас там отношения с мужем там на грани, да, вот какой-то такой период, да, то они тут могут тут подлить еще масло в огонь. И вы тем самым будете вовлечены в эти манипуляции, тем самым вы еще почувствуете себя, подумаете, нафига я поделилась вот этим всем, зачем мне их совет? Девочки, всегда подумайте о том, что думайте и помните. Они уже насоветовали сами себе, у них в личной жизни полный провал. Стоит ли слушать таких людей? И стоит ли действительно доверять их мнению? Значимы ли они для вас, если у них там фиаско, они потерпели полное в своей личной жизни? Ну, как-то так, девочки, сегодня. Так, ну давайте посмотрим основное, да, почему вот эти вот враги, они начали на вас охоту, да, почему, собственно, они являются вашими тайными врагами под маской друга. Что это? Это какая-то зависть женская, это конкуренция, что это вообще с их стороны? Сразу мне показали карта одиночества. Они одиноки, и тут, ну, повторюсь, может домой идти не хочется, там, быть в 4 стенах. Ну, то ли с мужчиной проблемы, то ли отсутствует он, а они не научились быть счастливыми без мужчины. Может быть, вот этот синдром пустого гнезда, да, родительского. Детки вырастают, улетают, а родители остаются в доме в этом. А раньше все было подчинено этому семейному какому-то быту, заботе о детях, вот в каком-то ритме они были. А сейчас появляется огромное количество, допустим, то ли времени, свободы, вместо того, чтобы использовать это, там, развивать себя, где-то, может быть, хобби, увлечение, больше общаться с подругами. Но тут может быть какая-то ситуация обратная. Тоска, тут тревога, и это все попытки, может быть, заглушить это одиночество. Особенно если там, если они фактически, да, ну типа по факту они в браке с каким-то мужчиной, да, вот женщина. Но это уже как одиночество вдвоем. Они отвыкли друг от друга. И тут они остаются наедине друг с другом, и тут хочется выйти. Поэтому каждый, может быть, ищет работу, еще на стороне какую-то, подработку, 2-ю, 5-ю, дабы домой не идти. Элементарно тут такое. Любые причины, дабы не идти домой. Тут вот что-то мне такое сразу. Зависимость деньги. У кого-то это реально нужна финансовая эта поддержка. Они понимают, мне нужен заработок. А тут вы являетесь, знаете, как вам сказать, не то что костью в горле, но где-то конкурентка получается. Где-то они вас считывают. В моменте может быть выгодно, нужна, но в любой момент как будто бы вы можете представить угрозу. Они понимают, ну, именно вот заработок, именно вот тут, я не понимаю даже. Может быть, даже у кого-то они думают, что там, тут кажется, принцесса, да, вы даже лучше можете какую-то работу исполнять, допустим, чем они. Но при этом вот они хотели бы, чтобы этого точно никто не знал. И не приведи Господи, там может, начальство вам отдаст их какие-то проекты, их, может быть, какие-то там, ну я же не знаю, тут у каждого вот рабочие моменты свои. Вас считывают конкуренткой сильной. Вас считывают женщины, которая им кажется более счастлива там, в личной жизни. Как-то так. Почему начали охоту?
отчасти почему начали вот эту охоту на вас, многие, карта депрессия, карта фатальна, многие как будто бы, знаете, уже находятся в каких-то ограничениях и, как вам сказать, уже вот эти вот какие-то паттерны, да, поведения, уже алгоритмы у них отработаны, они даже не пытаются изменить свою жизнь. Вот, допустим, у них есть вот профессия, да, какая-то, если мы говорим о коллегах по работе, они уже знают вот эту работу, они даже не пытаются искать что-то новое, они не пытаются там, может быть, развивать себя в чем-то новом, другом. Вот они вот это видят, вот так как, ну не знаю, где-то как это, как шоры на глазках, да, у лошадей, да, вот и у них какое-то такое вот мышление. Вот вижу, вот так вот я буду делать. Если они видят там вас, что вы там развиваетесь, новое что-то осваиваете, к чему-то новому стремитесь, не боитесь, можете идти в ногу с какими-то новыми этими, уже не знаю, там использование каких-то гаджетов, программ, еще что-то такое, усовершенствование. В принципе, у вас как мышление другое, чуть-чуть, я вижу, как другое. В принципе, может быть, даже не боитесь потерять эту работу и найти что-то другое, поискать. То вот это их как вот, ну, их триггерит это. Что-то как-то их это напрягает. Они за вами постоянно подглядывают. Карта вампир. И изначально я вам хочу сказать, девочки, изначально, что тут, какой нюанс, почему не начали на охоту? Потому что вы были как завязанными глазками, вы где-то с ними изначально начали себя вести так, наверное, как вы хотели бы, чтобы вели себя с вами люди, да? В открытую, открытое это сердечко, где-то доверились, где-то открылись. А тут говорят, это потребители, вампиры, с ними так нельзя. Им нельзя, вот протягиваешь там мизинчик, они тебе откусят кисть, да, потом могут по локоть откусить. Говорят, изначально ты была с этими глазками завязанными, ты восприняла их действительно то ли как своих друзей, то ли как потенциальных, ну, не знаю, как товарищей, коллега по работе, но даже больше, открыто как-то. А тут с этими людьми нужно быть аккуратней, осторожней. Ну, вот как-то так. Основное. Почему они начали на тебя охоту? Потому что изначально как будто бы вы себя именно с ними неправильно себя повели. Не буду говорить, что слишком добрая. Ну, опять, основное, наверное, вы правда так, ну, вы с ними себя начали вести так, как хотели бы, чтобы они себя проявляли. Но они не считают, что они должны так себя вести. Они тут потребители. Ну и аккуратно опять повторюсь, поменьше информации о себе. Так как любая ваша эта информация о себе, она может быть протрактована абсолютно по-другому, не так, как вы думаете, совсем не то будет по факту, что вы вкладываете. Вот ваши слова, вот смысл какой-то, ваши слова, это может быть исковеркано все. Все, вот такой расклад у меня, девочки. И тайный враг – это лишь человек, который не выдержал экзамен на близость с вами. То есть вы были открыты для них, правильно. Вы хотели с ними дружить, выстраивать эти доверительные отношения. Ну, тем хуже для них, что они не оценили вас, да, вашу искренность, вашу доброту, вашу порядочность, да, но это, значит, вот, им не хуже от этого. И маска психологически этого друга нужна им, потому что они открыто противостоять вашему свету не могут, не хватает у них смелости. И разоблачение такого человека, девочки, это не потеря, а грандиозная очистка вашего пространства для настоящих людей, дабы вы больше не зацикливались на них, да, не искали подходы, как к ним вам тут проявиться, вот и почему так несправедливо. Нафига не нужно. Вам говорят, в вашем окружении есть люди, которые к вам действительно искренне, может, по-доброму относятся. Вот обратите внимание на них, а не теряйте время, энергию на вот этих вот потребителей, вампиров. И благодарите пространство за то, что оно снимает маски раньше, чем удар от этих людей. Он стал критическим. Все, мои хорошие, спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.